Всем привет! Давайте зайдем ко мне на Дзен, посмотрим, что творится в комментах к моему посту об абортах со 180 тысячами показов. Здесь прямо-таки рассадник абортистов. Пройдемся по их доводам в пользу убийства детей. Светлана: против абортов, не делайте их. Против абортов, не делайте их. Против изнасилований, не насилуйте. Нормальные люди осознают моральную недопустимость таких действий. Проблема заключается в недопущении подобных преступлений и наказании тех, кто их совершает. Те, кто против абортов, и так их не делают. Так же, как те, кто против изнасилований, и так не насилуют. Спасибо за гениальный совет. Очевидно, что преступники просто ждали, когда им объяснят, что их поступки нехорошие. Но не надо навязывать свое мнение другим. Действительно, как я смею напоминать вам о том, что убийство аморально и нарушает право другого человека на жизнь? Извините, что мешаю вашим планам убивать детей. Женщина сама выберет, что ей делать, так как не вам рожать в муках, портить свое здоровье и тело, не спать ночами, думать, чем кормить и во что одевать. Если вы не хотите рожать в муках, портить свое здоровье и тело, не спать ночами и думать, чем кормить и во что одевать, то в ситуации, когда перед вами стоит мужчина, который вам нравится, вот перед вами мужчина, вы разворачиваетесь на 180 градусов и уходите. То есть вы не начинаете раздеваться. Нет, 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 нет. Вы уходите. Во-вторых, в муках можно и не рожать, если не индуцировать и не вкалывать себе эпидурал. Это все факторы, которые могут сделать естественный процесс действительно жестким. Здоровье и тело можно и не портить. Я родила 3, и здоровье и тело у меня идеальные, потому что я ответственна за него и не впала в роль жертвы. Можно ночью спать, если не убирать новорожденного за стенку и не лишать его грудного вскармливания. А во что одевать? Ну, пожалуйста, не прибедняйтесь. Если вы не можете купить там 2 распашонки, это не значит, что вам можно убить свою дочь или сына. Пока эмбрион не научится жить вне тела матери, он часть тела матери. Позорный эмбрионишка, ты нахлебник, ни хрена не сделал и ничему не научился, ты часть тела. Вы что, рожаете часть своего тела? Я тут родила часть своего тела. А как ты назовешь часть своего тела? Часть тела при проходе через родовой канал превратилась в новорожденного. То есть я не часть тела родила, а во время прохождения через родовой канал часть превратилась в новорожденного. Все биологи просто в ступоре, что там происходит в родовом канале. А так усыновляете на здоровье отказников эмбрионов. С какой радости мне разгребать последствия других людей? Я не мать Тереза, чтобы грешниц спасать. То есть вы совершили ошибку и шантажируете меня убийством своих детей, если я не исправлю эту ошибку? Вы немного на себя берете. Но вам же главное ограничить волю женщины беременностью и детьми. Мне главное остановить серийных убийц и защитить детей. Ежедневно от абортов умирают 200 тысяч человек. Это больше, чем от всех других причин смертей вместе взятых. Аборт следует отнести к оружию массового поражения. Но почему авторы с таким же даром не пишут о том, что рождаемость повысится и без призывов и приказов, если для этого будут созданы условия? Минимальный кредит по ипотеке для молодых семей, наличие достойно оплачиваемых рабочих мест, доступное качественное здравоохранение и образование, причем доступные и качественные для всех. Так нет, опять только запреты. По вашей логике нужно распустить тюрьмы, не сажать преступников в тюрьму, не наказывать, а начать создавать благоприятную среду. Не запрещать убийства, а формировать благоприятные условия. Займитесь тогда своей жизнью и не лезьте в мою. Послушайте, никого не волнует, какой у вас секс. Просто перестаньте убивать детей. А я не замолчу до тех пор, пока люди будут брутально расчленять своих малышей. Бывают моменты, когда нужно отстаивать свои принципы не потому, что вы собираетесь изменить другого человека, а потому, что если вы не заговорите, они изменят вас. Я не собираюсь игнорировать инфантицид. Кажется, скоро дойдет до насильственного оплодотворения каждой половозрелой человеческой самки. Я вам наоборот говорю не оплодотворяться. И заметьте, все эти феминистки постоянно унижают материнство и оскорбляют женщин. Вроде как идея феминизма была наоборот поддержать их. Автор в белейшем пальто безапелляционно рассуждает, что делать аборт плохо, изнасилованным девушкам и женщинам плохо, с тяжелыми пороками развития плохо, по медицинским показателям плохо. Совершенно верно. И вам я настойчиво предлагаю также не пачкать свое пальто кровью. Что безапелляционного в предложении не убивать ребенка за грехи своего отца? Что безапелляционного в том, чтобы дать человеку прожить свою жизнь, какой бы короткой она ни была? Конечно, аборты должны быть запрещены и в случаях изнасилований, и аномалий развития плода. А аборт по медицинским показателям – это отговорка, и со мной согласны более 1000 врачей, это если взять одну лишь Дублинскую декларацию. Они пишут о том, что
Как опытные практики и исследователи в области акушерства и гинекологии, мы утверждаем, что прямой аборт, преднамеренное лишение нерожденного ребенка жизни, не является с медицинской точки зрения необходимым для спасения жизни женщины. Мы заявляем, что существует основополагающее различие между абортом и необходимым лечением, осуществляемым ради спасения жизни матери, даже если такое лечение приводит к гибели ее нерожденного ребенка. Мы подтверждаем, что запрет абортов никоим образом не влияет на доступность беременной женщине наилучшей медицинской помощи. Так однобоко рассуждать я бы не стала, пока сам не столкнешься с ситуацией, не поймешь, и падать со своего пьедестала весьма больно. Я все-таки исхожу из того, что вы так же, как и я, не столкнулись, по крайней мере, со всеми тремя из этих ситуаций, но считаете себя вправе рассуждать однобоко, так как допущение убийства – это тоже однобокое рассуждение. Понимаете, тут либо ты убил, либо нет, нет ничего всестороннего. Меня больше всего раздражает этот бесконечный словесный понос. Падать со своего пьедестала весьма больно. А как вы думаете, больно ребенку, когда его расчленяют в животе матери? О каком вообще пьедестале речь? Я просто защищаю детей. Если мы не будем отстаивать права детей, то нам вообще нечего отстаивать. Только женщина имеет право решать, быть ребенку или не быть, пока ребенок в ее теле, он является ее собственностью. Вообще-то он и потом является вашей собственностью и полностью от вас зависим. Это еще не означает, что на него можно опрокинуть шкаф, если вы решите, что не можете купить ему распашонку. Кто-то, может, и передает ответственность за своих детей школе, врачам, государству, а я нет, они мои на 100%. Но я понимаю, что мы сильно отличаемся по частоте вибраций от окружающих. Сама я абортов не делала и детей у меня нет, но я за аборты. Сама я не убивала и детей у меня нет, но я за убийство. Вера, напишите Валентине, пожалуйста, раз она не была ни в каких из перечисленных вами ситуаций, то вы бы так однобоко не выступали за убийство. Простите, а вам не кажется, что сама ваша дилемма, делать аборт или не делать, ложная? Да это не дилемма. Я за законодательный запрет абортов во всех случаях. И пока вы так же жестко не будете выступать за жизнь, эти пространные комментарии будут продолжаться. А 1233 ребенка в России будут убиты ежедневно. Запретить аборты тоже не выход, а сам аборт – личное дело самой женщины. Если она захочет, то ее никакие запреты не остановят, но денег заплатят и все мной сделает. Это сайт правительства Великобритании. Число абортов резко растет по мере смягчения законов об абортах. А это шведская пролайф газета. Одна статья здесь про бывшего врача-абортиста Бернарда Натансона. «Я лично ответственен за 75 тысяч абортов. Это дает мне право говорить с вами с некоторыми полномочиями по этому вопросу». Он рассказывает здесь о тактиках продвижения абортов. Еще один миф, который мы пропагандировали через СМИ, заключался в том, что легализация абортов будет означать только то, что аборты, которые уже были незаконными, вместо этого станут законными. Однако факт заключается в том, что аборты сейчас используются в качестве основного метода контрацепции в США, и с момента легализации ежегодное количество абортов увеличилось на 1500%. Изнасилование вне закона и все равно имеет место. Что это значит, что его нужно узаконить? Изнасилование и аборты – это зло, а зло нужно объявить вне закона. Мы стоим одни против всего общества дьявольских убийц и останемся непреклонными, не отступая ни на волосок. А вы самый главный фактор забыли – финансовый. Дитё родить – дело нехитрое, а вот 20 лет его кормить и обеспечивать – это уже вопрос. И ладно, если ребенок один, первый – это решаемо, а дальше? 100% контрацепции так и нету. Идея о том, что мать может убить своего ребенка, если она не хочет временно финансово позаботиться о нем, является чистым злом. А 100% контрацепция – это отказ от секса. Вам не приходило в голову? Мысль об аборте – это не причина аборта. Аборт – это следствие. Причина аборта в том, что было до беременности, в том, в каком окружении формировалась жена и жила женщина, и тот, от кого она забеременела. Их ценности являются причиной аборта. Давайте я уточню, что вы написали. Мысль об убийстве – это не причина убийства. Убийство – это следствие. Причина убийства в том, что было до него, и в том, в каком окружении формировалась и жила женщина. И тот, с кем она убила. Их ценности являются причиной убийства. Психологический портрет человека, оправдывающего убийство, может включать рационализацию, отсутствие эмпатии, моральную дезинтеграцию, психопатические черты и влияние окружения. Такое поведение указывает на серьезные психологические и моральные отклонения, требующие внимательного анализа и, возможно, профессиональной помощи. Не хотелось бы жить в мире, где господствуют такие взгляды, еще лучше бы за них наказывать. Матвеева хочет жить в мире вседозволенности. Она конченая эгоистка и готова наказать любого, кто помешает ей пролить кровь. А мне не хочется жить в мире, где каждый второй сатанист. Я многодетная мать, я противник абортов.
но не пролайфер и им не буду. То есть женщина противница убийств, но она не за жизнь. Как это понимать? Похоже на то, что она профессиональный страус. Затем женщина, которая против убийств, но не за жизнь, пишет о детях-инвалидах, про то, что должен быть выбор убить неизлечимо больного ребенка. Она тут уже, похоже, и про рожденных детей говорит. Смерть не является решением страдания. Кто вам дал право решить, что смерть лучше страданий? Вы что, получили эксклюзивную лицензию по распределению судеб? Потом по накатанной и про изнасилование пишет, и что нельзя запрещать убийство этих детей. Поддержка аборта в случае изнасилования означает, что вы за смертную казнь для детей-насильников. В отношении самих насильников смертная казнь в России не предусмотрена, а в отношении детей, на ваше усмотрение. Родители, решившиеся на убийство своего ребенка, вранье в самом начале статьи. А вы кого там думали у себя убили? Лягушку? Зебру? Если эмбрион не человек, то кто? Какая-то другая раса? Стадии развития не определяют человечность. Эмбрион, новорожденный, ребенок, подросток и т.п. все имеют одинаковое право на жизнь. Обратите внимание, что все вот эти женщины, если это не проплаченные боты, по статистике в России они, скорее всего, верующие. Православные, выступающие за выбор, это окончательный оксюморон. Христианская традиция осуждает аборты как тяжелый грех. Большинство в России считают, что не надо запрещать аборты. Более того, лишь 4% россиян считают, что аборты недопустимы ни при каких обстоятельствах. Таким образом, максимум 4% от населения в России являются верующими. Остальные не просто неверующие, а я не исключаю связь сатанизма с абортами. С 1920 года, с легализацией абортов в России, по-моему, открылась какая-то дверь к сатанизму, так как миллиарды людей были убиты. Это, по-моему, самый массовый геноцид в истории, не так ли? Меня коробит, когда я слышу, что Россия вроде как против глобалистов, так как анти-ЛГБТ. Простите, вы завтра убьете каждого 4-го российского ребенка. Это соотношение абортов к рождаемости. А те, кто проскочит эту дьявольскую машину, попадут под другой глобалистский пояс с токсичными инъекциями. Поэтому давайте обсудим, как Россия может противостоять сатанистам после полного запрета абортов.